Всем привет! Сегодня учимся готовить десерт с бисквитным печеньем. Для этого отделяем белки от желтков. Старайтесь делать это очень аккуратно, чтобы в белки не попали желтки. 4 яйца мы разделили. В желтки ложим половину сахара, то есть 100 грамм. Хорошо взбейте желтки с сахаром до появления белой пены. Белки очень тяжело взбивать руками, поэтому взбьем их миксером. Постепенно добавьте туда 100 грамм сахара. Теперь смешиваем обе массы. Делайте это аккуратно, чтобы тесто не утратило свою воздушность. И хотя тесто бисквитное, но таких строгих правил, как при приготовлении бисквита, нам придерживаться не нужно. Белки с желтками смешали, просейте туда муку и аккуратно перемешайте. Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте ее сливочным маслом. Для того, чтобы удобнее сформировать печенье, выложим тесто в кулинарный мешок. Все, теперь выкладываем печенье на противень. Старайтесь сделать это достаточно быстро, потому что тесто растекается, чтобы осталась какая-то форма у нашего печенья. Из этого количества ингредиентов у нас получится 20 печенек. Десерт у нас будет на 5 порций, поэтому все оно нам не понадобится, останется еще на будущее. Каждую печеньку нужно посыпать сахаром. Запекаем печенье в разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут. Когда достанете печенье, дайте ему постоять минут 5, а потом снимайте с противня. Печенье получилось легким, воздушным, его вполне можно кушать и без десерта. А мы сделаем для него еще и крем. Для этого нам снова понадобятся яйца. Разделите белки с желтками. Взбейте белки с 1 столовой ложкой пудры. Должен получиться очень воздушный густой крем. Дальше взбиваем желтки с 3 столовыми ложками пудры. Когда желтки будут готовы, смешайте их с сыром маскарпоне. Можно взять любой другой крем-сыр. Хорошенько перемешайте крем, чтобы не оставалось комочков. Крем должен получиться густым, воздушным. Дальше добавьте в крем взбитые белки. Снова аккуратно перемешивайте, пока не получите однородную массу. В нашем десерте еще будет фруктовая составляющая. Приготовим для нее сироп. 4 столовые ложки сахара, добавляем 8 столовых ложек воды и доводим до кипения. Абрикосы из расчета где-то 2 штучки на каждую порцию режем дольками и заливаем еще горячим сиропом. Все, теперь формируем десерт. Выложите на дно креманки немножко крема. Печенье поломайте мелкими кусочками и выкладывайте его на крем. Дальше положим абрикосы и немножко сверху польем сиропом. А затем снова крем. Ставьте десерт в холодильник на полчаса-час, и он готов.